Всем здорово. Вчера стал обладателем такого эндурика. Вообще не планировал покупать ничего в этом сезоне. Но тут спонтанно выскочил вариант. В общем, решил обдумать, поторговаться. Данная модель называется BRZ MX-5 250 Red. Это не лайт-версия. Так, чисто для информации. Тоже сначала думал, что это именно 300 кубовик, но нет. Там написано по маркировке, что он 250. Вот, но это и к лучшему. Это первый эндурик. До этого у меня еще ничего не было. Да и в принципе как бы опыта, как правило, вождения ничего особо нет. Я всего лишь одну тренировку персональную отъездил с тренером. Поэтому этот эндурик покупался по низу рынка. Изначально он стоил $1850, по-моему. Новые они стоят 2800 почти. Вот, и получается по цене изначально договорились 1700. Ну и так он находится немножко, скажем так, на дальнике, минимально 120 километров от нас. В общем, пришлось сюда прокатиться. Сейчас я приложу фото, как мы его довезли. Оно будет здесь. Думаю, понятно, да, как он залез. Вот, хотя казалось невозможным. Этому человеку большой респект, который согласился довести. Если надо, я дам контакты, кто по Витебской области, ну или Полоцк, Новополоцк. В общем, эндурик, почему вообще, в принципе, за такую цену? По месту мы приехали, скажем так, немножко говоря, охуели. Во-первых, он жестко ушатанный, он 25-го года, куплен 5 мая. Получается, есть на него все доки, я третий владелец. Там странное владение было, получается, человек месяц отъездил первый, ну и потом, получается, вот купили у второго. Вот, этот продавец адекватный, в принципе, плюс-минус нормально пообщались, вот, хорошо прям обсудили. В общем, что мы не знали, в принципе, мы думали, приедем, сейчас там сказали, ну, как бы, понятно, это расходник, но резина, это достаточно крупная резина, в плане это нестандартная, как у эндуриков, да, такая, скажем, плюс-минус. Это широкое, здоровое колесо, офигенное. И, собственно, оно уже все. Типа полсезона ему активной езды, и оно труп. Вот. Ну, переднее еще ладно, протектором. Дальше мы начали видеть такие моменты. Ну, понятно, вот это как бы расходник. Дальше прикольные ручки, полностью лысые, особенно на газу. Такие моменты, как бы понятно, да. Дальше, самое интересное, что тут я могу показать. Ну, понятно, диск раз. Дальше приколы с проводкой. Не работает фара, хотя напрямую продавец сказал, что она работает. Что еще тут? КПП. Тут обломыш, здесь непонятно, как-то такое все лифтит под замену. Этот кривой, как бы, ладно, подножка целая. Здесь такие моменты можно увидеть, да. Это свежий мод. Я не знаю, как просто можно было обращаться. Цепь. Смотрим сюда. Где-то у нас куска здесь нету, я вот не видел. Может, с той стороны она сейчас так стала. В общем, здесь примята, короче, тоже. Цепь не чищенная, грязная, не смазанная. Я думаю, он весь вообще сам по себе не смазанный. Вот. Удивление, вот что реально удивило. У него целое седло, целый весь пластик, целые наклейки, все как бы в оригинале. Задний фонарь горит постоянно, получается, ну, по крышке понятно. Вот, сошлись по итогу, ну, сейчас я еще покажу до конца, что у нас тут по нюансам. Да, на самом деле много чего. Тут надо полностью все разбирать, перетягивать заново, тут это будет меняться. Тоже подножка, такие мелочи здесь. Этого нету, течет, получается, мы его везли, бенз всю дорогу выливался, получается, на бок. Вот, по рулю сразу, что очень жестко удивило. Руль у нас, я думаю, видно, он кривой. И особенно вот здесь. То есть одна рука слева стоит, ну, как бы нормально, а правая уходит вперед. Короче, ну, мне это не нравится. Руль сразу выкину, поставлю новый, как и это все. Короче, тут все будет меняться, в том числе приборка. Потом покажу, короче, чисто взял как конструктор. Ничего одного такого не жду. Вот у него пробег. 71, получается, моточас. Ну, кстати, он более-менее реальный, потому что по приборке там тоже 900 с чем-то было. Поэтому вполне себе. Дальше, получается, какие нюансы? Нет кнопки этого стопа. Проводка
Мне кажется, там тоже надо все будет с нуля проверять, проводить, потому что вон все тут как он, я думаю, понятно, да, такие вещи. Это, между прочим, свежий мод, как бы, да, странно. Вот, заводится кнопка так себе, в общем, не знаю, связи пока что в этом не особо разбираюсь. Это ладно, мы его, получается, привезли и, ну, собрали переднее колесо, я потом попробовал позже завести. По итогу, короче, он заводится, но, короче, газ не работает. Ну, покажу, допустим, вот сейчас. Вот, раз, нажал, ничего. Ничего, хотя аккумулятор заряжен. И тут он завелся, типа, все окей. Там краник стоит правильно. Этот почему-то не надо нажимать, тоже непонятно, подсос. Ну и вот самый что момент. И все. Ну и, собственно, постоянно вчера вот так баловался. Короче, по итогу ничего не помогло. Не знаю, с чем связь, буду искать, сегодня разбираюсь полностью. Хочу показать просто пока что до, как он есть, потому что здесь будет меняться, наверное, практически все, ну, кроме пластика. Вот. Ну и с технички я полезу очень далеко в него. Все смажу, поменяю, возможно, цепь поменяю тоже. Вот. Надо его подготовить будет к весне, плюс-минус, чтобы уже начать заниматься, кататься. Первое, что мне понравилось, ну, кстати, что еще из интересного, очень удобная ручка сцепления у него, реально классная, мягкая относительно. Регулировки подвески передней, и она реально неплохо отрабатывает. Очень мягкий, очень низкий, я потом с той стороны сниму, посмотрите. Кстати, очень классно подходит под рост, где-то 1,60 м, ну, я 1,76 м, мне вообще он идеален. Я много где сидел, до этого рассматривал Регуль, получается, в салоне, и Sport, и CRX Pro версию. Мне они очень нравятся, но решил не брать уже в этом сезоне. Думаю, ладно, как бы, чтобы уже не хранить его тут. Вот. И потом приглянулся этот вариант. Понятно, что он без ПТС-ки, отличия есть. Но мне она нафиг не надо, как бы. И по итогу этот мод просто превосходит, реально. Как по тяге, как и по внешнему виду. Ну, реально охрененно выглядит. Я думаю, тут уже заметили. У него тоже злые колеса, злая резина. Хорошая подвеска, очень мягкая. Прям реально комфортно. Ты сидишь двумя ногами на этом, получается, на земле. Короче, не стрёмно на нем есть. Плюс это коротыш, короткая база, потому что стандартный где-то еще вот столько будет от этого. Вот. Выхлоп у него прикольный. Сначала такой негромкий, если заводишь, потом уже, если давать, конечно, на всю округу лупит. Может быть, сюда поставлю копию Акраповича, не знаю еще, в общем, колхозить, не колхозить. Самые основные моменты я решу. Вот замена масла будет. Скика, кстати, заводится охрененно. Вообще, на удивление. Первый мод, наверное. Ну, я до этого заводил, пробовал другие. Но этот, короче, вообще удивляет. С первого, с второго раза и он полностью заводится. Ну, уже показывать не буду, ладно. Вот, есть задние подножки. В принципе, хорошие тормоза, реально офигенные. Ну, я на нем немножко там проехался, получается. Так как кипы нет, я, в принципе, не шарю, как он еще едет. Вот, плюс мне не нравится руль, что он кривой. Ну, короче, чувствую, что, типа, некомфортно. В остальном седло очень удобное, прям реально удобное. На чем ездил, это очень классное седло. Оно не скользящее, такое приятное. Вот, из того, что в принципе здесь есть. Ну, приборку, понятно, будет под замену, потому что она очень медленная. Передачи щелкаешь, пока сцепление не отпустишь, передач не показывает иногда. Нейтралка прикольно, что загорается, тоже очень удобно. Кстати, ловить на нем не так и сложно, да, можно как бы чуть поебаться, как говорится, но не так, как говорят, что оно вообще типа плохо и надо постоянно ее маслать. Нет, нормально, как бы, наверное, даже проще, чем в других, что я сидел. Ну, вот. Если на уровне спорта сравнивать, то они плюс-минус одинаковые, наверное. Так что из такого, я думаю, визуально показал. По заводке буду еще решать вопрос. Что и как тут поменяю, полностью сделаю ТОшку. Посмотрим, поедет, не поедет. Дальше уже буду, короче, потихоньку смазывать. В общем, приводить в порядок. Потому что надо разбирать этот весь пластик, поднимать. Я так понимаю, там с проводкой какой-то поигрался. Как бы, ладно. Тут, не критично, конечно, но, собственно, неприятно. Вот, но могу точно сказать, рама у него офигенная, реально хорошо сваренная, без таких там, знаешь, типа косяков, как вот есть спорты, варят, вот рама спорта, да, она сделана так, типа, короче,
чуть-чуть от балды. Там швы такие жесткие, короче, здесь вообще прекрасная рама. Вот, визуально это очень красиво выглядит. Не знаю, что с глушаком здесь сделать, мне внешний вид не очень здесь нравится. В остальном вообще супер, честно сказать. Внешний вид я его выбирал в первую очередь из размерности. То есть я бы другой не взял, но этот мне понравился, что по посадке он тяговитый, на первый как трактор, короче. Прет, жирный протектор, гребет просто из-под себя все, что можно. Вот. Ну, из таких особенностей. Да, наверное, у него будет пробивать переднюю подвеску. Нужно будет залить туда новое масло, более плотное, чтобы оно нормально регулировало. Сейчас он стоит максимально зажато, и то он для меня мягкий здесь по сравнению со спортом, с тем же. В общем, первое впечатление реально неплохое. Вот. Ну, говорю, здесь я до сих пор у себя не проехался, поэтому надо сейчас делать, заниматься. Вот. Тормоза у него, как я и говорил, кстати, передний тормоз не показал. Передний тормоз очень классный, тоже очень такой цепкий. Вот. Ну, думаю, тут понятно, с большего. Сейчас я его заведу, покажу, получается, ну, как он это по выхлопу. Громкий, не громкий. Ну, в принципе, я же газануть не смогу, но так, визуально. Вот, как всегда. Хотя аккумулятор при этом не посаженный. Ну, собственно, как-то так. Вот сейчас, вот, фара уже заметно, что она опять горит. Короче, звук не громкий, на холостых вообще особо не слышно. Думаю, понятно. Ну и сейчас покажу по посадке, как он вообще со стороны. У него еще офигенная подножка такая прям. По сравнению со спортом вообще бомба. Ну и вот, садишься. В нижнем положении сейчас прогрессия стоит. Тоже регулировка, по-моему, на заднем аморте есть. Ну и все, двумя ногами стоишь, как бы реально комфортно. То есть даже еще ноги полусогнутые. Вот. И к тому, что он мягкий, посадка как бы вообще тема. Да, вдвоем здесь не сядешь, во-первых. Ну, как бы с девушкой нормально, садимся. Но он такой довольно сильно вниз садится. А в остальном морда как бы зажата. Не знаю, посмотрим. Коробка удобная, в принципе. Ну, говорю, сейчас эта херня подразбита. Непонятно. В остальном здесь стоит же Zonshine, получается, 72-й движок. Все надежно, все, в принципе, проверено временем. Он тяговитый, короче, я думаю, достойный. Как раз для первого мото будет самое то. Вот, все, ну, продолжим уже, не знаю, когда буду менять уже ТОшку делать и все остальное, там уже покажу в деталях, что и как. Все, до встречи. Да, и, кстати, самое главное забыл сказать, что он обошелся по итогу 1500. Ехали там, думали, что 1700 заберем, потому что, ну, по состоянию, по фото он вообще выглядел офигенно. Вот, не было этих косяков, ничего видно, ну, по итогу, как всегда, приезжаешь, картина совсем другая. Вот, ну, за 1500 это плюс-минус очень хорошая цена. За 1600 я бы, наверное, его тоже не взял. А здесь уже можно 100-200 баксов вложить, сделать полностью внешку, техничку поменять, все обновить. Поэтому есть чем заняться. Так что, если будете искать, советую сразу обратить внимание, конечно же, на движок, коробку. Из таких самых главных вещей. Спицы, кстати, на удивление не разбиты. Все довольно-таки крепко, все хорошо. Поэтому обновлю, получается, выровнял колеса. Дальше уже там, может быть, эту резину я еще поезжу в следующем сезоне. И потом уже поставлю что-нибудь интересное. Вот. Ну, подписывайтесь, что-то будет в любом случае. Буду выкладывать по нему. Я думаю, все будет и по катушке, и ремонт, и тюнинг. В общем, будет много чего интересного. Я планирую его минимум на год взять, оставить. И дальше уже буду смотреть по ситуации. Если мне его хватит, я его оставлю, буду ездить, просто дорабатывать с каждым сезоном. Ну и, собственно, по нему снимать. Потому что контента вообще никакого нет. Вот я смотрел, ничего, только сборки. Так что выбор за вами. Подписывайтесь, дальше уже будет интереснее.